учиться сидеть. Это, ну, то есть для него это вот, это к вопросу, да, что если что-то есть, то в чем-то другом, ну, то есть компенсация идет за счет чего-то другого. Но когда я услышала второе место, мне хотелось просто провалиться под землю. Все, мама, не хочу я больше видеть рояль. А ну, иди садись за этот инструмент, иначе еды сегодня вечером не получишь. Понял меня? Наша задача была выбрать ту страну, где к детям относятся так, чтобы ребенок жил спокойно, что вот что у него идет, то было бы в развитии. Талантливые дети – это заслуга родителей. Как можно определить признаки одаренности ребенка? Ребенок с музыкальными способностями не всегда поет. Или, скажем, ребенок с математическими способностями не всегда ходит и считает. Лен, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел сегодня поговорить с тобой про твоего, вообще, конечно, про твою историю миграции в Испанию, так как мы в Испании, и про твоего, наверное, сказать гениального, такое громкое слово, но в принципе, наверное, так и есть. Как вот ответить на этот вопрос, как рассмотреть в ребенке одаренность, его способности. Ты же не можешь его постоянно отдавать вот в спортивную, вот в бокс, в плавание, игра на флейте и так далее. Как это заметить эти... Как ты думаешь? Гениальность. С чего начать? С переезда? Давай с переезда, да, вот про Испанию. Мы переехали в Испанию в 2014 году, и было это связано с тем, что у Лео две мамы. И мы для себя решили, что... То есть они две мамы переехали из России или здесь встретились? Нет, из России. Из России, да, мы вместе переехали из России. Вдвоем, да, втроем. Да. Не, подожди, Лео вы привезли оттуда? Да. Да. Из какого города? Из Москвы. Вот. Ему было на тот момент 4,5 года, когда мы переехали. Вот. И с 4,5 лет он уже здесь. Сейчас ему 11. Предугадаю, вы приехали к друзьям, наверное. Нет. Или почему приехали вот на Коста-Бланка? Ткнули в карту пальцем? Ну, не совсем. Не совсем. Когда мы приняли решение переезжать, то мы изучили очень много стран. Это прям был практически весь земной шарик, да. Мы смотрели, где будет лучше нам в формате нашей семьи, где будет лучше ребенку, потому что везде тоже разные отношения к детям. И плюс еще у нас было несколько критериев, безусловно, каких-то, по которым мы делали отбор. И мы остановились на Испании. Решили, что здесь нам будет лучше всего. Ну, море, солнце – это стандартно, но еще много всего. Плюс отношение к детям, вот все-все-все. Нас не пугала испанская маньяна, еще что-то. Ну, опять же, это тоже очень условно, как я понимаю. Но это все здесь... уже мы сами выбираем, как относиться к маньяне, как относиться к диктатору какому-нибудь или так далее. Все же у нас в голове. Да, вот. А потом мы решили уже, рассматривали, где в Испании мы хотели бы жить. И остановились на Коста-Бланке. Потом мы сузили еще немножко Косту-Бланку, потому что все-таки это 150-200 километров побережья. То есть объехали, да, посмотрели все? Да, объехали, посмотрели и остановились на Бенидорме. Ты приехал сейчас с конкурса, да, вот совсем недавно? Да. Занял ты второе место. Да. Как ты вообще это воспринял? Обрадовался, вот когда тебе сказали второе место? Или наоборот расстроился, что не первое? Ну вот на самом деле я испытывал, даже не знаю, какие-то смешанные эмоции. Вот когда вот я уже просто выигрывал на одном из конкурсов. Раньше? Да. В Испании? В Испании. Коста Феста Джуниор. Я там выиграл. Я ожидал, что на этом конкурсе у меня будет такой же результат. Но когда я услышал второе место, мне хотелось просто провалиться под землю, потому что мне прям было как-то неудобно, я просто не понимала, насколько это прям круто, что это второе место. Но вот потом я немного расстроился,
Но все же потом, когда мне объяснили всю ситуацию, насколько это прям вау, Второе грандиозно. место это вообще это не проигрыш, это выигрыш, в общем. Да, насколько это грандиозно, просто до этого момента я не понимала, насколько это круто. И теперь я радуюсь за себя, что я молодец. Вы чем с Леной занимаетесь, с вашей парой? Лена работает удаленно в рекламе. Я тоже работаю удаленно, но я немножко сменила вид деятельности, потому что то, чем я занималась, это, возможно, было только в режиме офлайна. Чем ты занимался, не секрет? Я была проект-менеджером и работала там на больших проектах, связанных с логистикой и с производством. Это все только офлайн. Возможно, в моем формате было. Но ничего страшного. Всегда надо делать выбор. Вы приехали, знали испанский? Нет. Здесь выучили? Или вообще выучили вы его? Вообще, как сказать, немножечко. Да, покит. На уровне Меркадоны. На уровне Меркадоны, да, на уровне простого бытового общения очень сложно, потому что Бенидорм, вот эта зона Бенидорма, она мультиязычная, это ужасно. И невозможно выучить. То есть это надо ехать куда-то, знаете, как говорят, на материк, вглубь Испании, где ты приезжаешь, и какой-нибудь испанский городок, и никого нет. Никому нет, ни русский. Они говорят ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски. Все, ты только вот... Лен, я тебе скажу, самое главное, я не знаю, нельзя, конечно, сказать, это ошибка, но причину, по какой очень сложно тебе и Лене выучить язык страны, в которой ты живешь. То, что вы дома разговариваете на своем языке. Ну, конечно же, на каком вам еще разговаривать, кроме русского. Но вот это главная ошибка пар, которые приезжают, и они как бы общаются на своем языке родном. И смотрят телевидение, наверняка, я подозреваю, или там, интернет на родном тоже. Да. Я знаю пары, где выучивают язык люди. И очень говорят неплохо. Наверное, скорее всего, в нашем случае это вопрос мотивации. Потому что очень сложно, да, потому что Лена говорит по-французски, я говорю по-английски. При этом мы понимаем, что Бенидорм – это русскоязычная зона, тоже большая диаспора. И куда бы ты ни пришел, или русский, и если даже ты пытаешься говорить по-испански, то все сразу признают тебя иностранцем и переходят на английский. Или на французский, и все. И у тебя нет выхода. Просто это очень сложно. Просто язык надо учить, он нам, наверное, не так уже нужен. Слушай, Лен, а вот если все-таки такая общая эта тема разговора талантливые дети, и так как мы находимся в Испании, это сыграло роль при выборе страны, что вот мы поедем в ту страну, где, скажем, ждет больше условия, более благоприятные для развития, для Испания, она славится вообще музыкой? Искусством, да, славится. Безусловно, она славится музыкой, но когда мы принимали решение о переезде, мы вообще об этом не думали. Потому что просто переезжать куда-то ради чего-то, это уже надо понимать, если у ребенка есть какие-то там задатки, да, например, как мы говорим про теннис. Детей везут в Америку, потому что вроде как тут он играет, а в Америке хорошая школа. Или там, не знаю, футбол, допустим, да, если какие-то надежды подает, то везут в Испанию. Это понятно. Слушайте, у нас не было такой, во-первых, ребенку было 4,5. Наша задача была выбрать ту страну, где к детям относятся так, чтобы ребенок жил спокойно, что вот что у него идет, то было бы в развитии. Что там, думали мы о музыке, думали мы о спорте? Нет, ничего. Потому что это то, в моем понимании, это то, что приходит само. И на самом деле, Александр, могу сказать, что там туда ребенка, сюда ребенка, еще куда-то. Это тоже имеет право на существование, и достаточно такое большое. Почему? Потому что
вот эти вот возможности для ребенка пойти попробовать там, на бытовом культуре, мы не говорим о профессиональном, да, чем-то. Там, пошел ребенок в шахматы играть, пошел он там в футбол, еще что-то. Это на самом деле помогает ребенку все-таки найти что-то свое. Может быть, и не найти. Но это как шанс, который можно использовать. Поэтому, наверное, мы приветствуем вот все, чем бы ребенок ни занимался. Вот вообще. Но он вот сам нащупал эту тему? Или вы ему подсказали? Ну, Тему. я даже не знаю. Скорее нам подсказали, вот честно. Кто-то заметил в нем, может быть, Да, кто-то заметил. Это было просто... У нас есть знакомая пара, они из Белоруссии, и нам сказали, у вас такой мальчик, он такой вот очень воздушный, да, ему должно зайти что-то такое вот красивое. Поэтому найдите того, кто будет с ним заниматься музыкой, да. Ну, для общего развития понятно, что речь идет только об этом, потому что ему вот это вот, ну, как-то вот должно зайти. А вот ты сказала про школы, да, учебные заведения в Испании. И вот тебе нравится, как здесь они относятся вот к детям. А я слышал такое вот мнение, что здесь просто детям всегда хвалят вот здесь вот это вот, да, толерантности, да, и здесь как же нельзя ругать, ты что, это чуть ли не подсудное дело, и всегда молодец, все дети молодцы, все девочки красавицы, принцессы, все отлично, и ребенок, в общем-то, растет, и он себя представляет, что он супергениальный, все так представляют. Как вот, это правильно, ты считаешь? На мой взгляд, да. Я просто наблюдаю это все в динамике. Не будет когда-то в жизни у человека облом такой. На самом деле никакой не гениальный. Все эти учителя говорили просто так. Но знаете, как у них, вот в Испании, то, что я увидела, это меня тоже поразило. В России, наверное, я не знаю, ну, в России, полагаю, такого нет. В Испании все очень четко. Вот у них есть примария, это с 1 по 6 класс начальная школа. И потом есть у них секундария, это уже эссе, когда они там все. В примарии, ну и начиная там с инфантиля, да, когда у них там с 3 лет, вот они детям, вот ты молодец, все бьен, и прям все бьен. А потом, когда дети заканчивают 6 класс, и они переходят в эссе, вот здесь начинается взрослая жизнь. И это очень жестко, на мой взгляд, насколько я вижу. Все, кто из примарии переходит в эссе, такая разница для детей, что очень часто в первом эссе очень многие проседают. Кто-то остается на 2-й год, а кто-то просто оценки снижается. Вот, то есть, наверное, в этом минус, но вот это эссе, там 1-й год ты выжил или прошел, и все, а потом он приучает. То есть детство заканчивается, как я поняла, что детство заканчивается в 12 лет. Вот до 12 инфантиль, а после 12 ты уже хомен. И все. Но вот это вот до 12, оно дает возможность, дает детям развиться, потому что если хвалить ребенка, это очень хорошо. Тогда он может только выстрелить. Я как-то смотрел одно интервью с Владимиром Спиваковым. Ну, знаешь. Да, и, наверное. И он отвечал на вопросы зрителей. Ну, вот это была такая небольшая сцена, и он отвечал на вопросы. И он тогда сказал, что да, меня родители били. Меня били и заставляли, и вот что из меня выросло. Как ты считаешь, это вообще стоит ломать ребенка вот даже до такого? Заставлять ради вот такого результата, даже пусть который достиг Спиваков? Наша с Леной позиция однозначно нет. Это мне так кажется, что, ну хорошо, осталось у него, наверное, отношение к родителям доброе, хорошее, но мне кажется, родители рискуют просто навсегда потерять доверие. Даже если он станет гениальным, этот гениальный человек потом будет говорить. Не знаю, Александр, на этот вопрос у меня нет ответа. Мы однозначно против, но, по-моему, и Мацуева заставляли.
Дениса Мацуева, и Дмитрий Маликов, если вы такого узнаете, да, его тоже чуть ли не привязывали к инструменту. И ничего, вырос, выправился, да, замечательно. И прекрасные отношения с родителями, наверное, ну, насколько можно видеть. Но, может быть, это от детей зависит, или, скорее всего, от детей зависит это. Потому что нашему точно так нельзя, не пойдет, не зайдет. А потом и зачем? То есть вот это к чему? Ну, с одной стороны, человек может закрыться, вообще навсегда закроется. И ни результата не будет, и отношения уже потеряны будут между родными. Но потом, не знаю, не, это не наш путь. Как вообще-то говорить, вот талантливый ребенок или гениальность, оно вот как? Вообще детям, вообще людям гениальным, как правило, тяжело в обычной жизни. Обычно гениальность, она проявляется в одном и забирает какие-то качества из обычной жизни, ну, вообще приспособляемость к жизни. Вот такого не чувствуется, потому что уже видно, что человек, который сейчас играет за роялем, он одаренный, это уже как бы, ну, бесспорно, да. Вы только что приехали из Барселоны, он там занял 2-е место, да, среди скольки? Ну, там делились по группам, ну, в его группе было, по-моему, 10 человек, что ли. Причем первый никто не занял. Да, это международный конкурс. Там был из Испании, из России, Украины, еще кто-то, Англия, по-моему. Его возраста, да? Его возраста, да, его возраста 10 или 12 человек в его группе, а так вообще, по-моему, 70 человек. Я просто со спортом пытаюсь сравнить. То есть есть какие-то вот следующие типа соревнований, ну, конкурс? Конкурсов проходит в Испании, да, и в мире, в Европе, мы говорим, даже про Европу не надо говорить. Их очень много. А что они дают вообще? Это уже 2-й его конкурс. Первый конкурс должен был в прошлом году проходить в Испании, но тоже он был в формате онлайн. Там он выиграл 1-ю премию. И мы по тому конкурсу увидели, что это его очень двинуло, замотивировало. То есть это вот очень важно, и педагог нам говорил, что для ребенка очень важно, когда у него что-то получается, он видит результат. И это очень мотивирует детей. Это может быть сразу, нам, взрослым, не видно, да, мы можем не увидеть, но реально у них что-то происходит, причем возраст не важен. То есть это может быть и 5-летний, и 6-летний. Потому что когда там 5-летние, 6-летние дети сыграют сами, там, 3 ноток, и у них получится, это прям прорыв качественный. И ты наблюдаешь, что через несколько месяцев вот так же произошло и у Лео. То есть это очень важно. Я не знаю, как в спорте, но вот по музыке я увидела, что это очень двигает. Поэтому надеюсь, что это Барселона, она его двинет в чем-то. Тебе все говорят, все родители говорят, что ты, ну, родители они всегда говорят, что наш ребенок талантливый. Вообще, тебе же не только родители, тебе все окружающие, твой не тренер, а как твой учитель, педагог, говорит, что ты очень талантливый, что ты, в общем, как-то я почему-то боюсь слова гений говорить, но, в общем, скажем, очень одаренный ребенок. Вот ты это замечаешь в себе, что ты какой-то особенный, вот чем-то ты отличаешься от других детей? Может быть, я сейчас с будущим Мацуевым разговариваю, и вот надо у тебя взять автограф на будущее, в чем я не сомневаюсь. Отличаешься от других детей? Ну, на самом деле, я этого не чувствую. Я себе прям строго отношусь к себе, на самом деле. Строго? Ну это как строго? Ну, в смысле, так, что-то не сделал, даже не знаю, как это объяснить. А чья заслуга? Вот то, что ты, кого ты благодарить должен? Или ты, я талантливый парень, я вот Лео, и я завоевал 2-е место, это потому что я такой гениальный? Или кому-то ты обязан этой победой? На самом деле, я считаю, что я вот вообще никому ничего не обязан делать. Это очень... Потому что... Но никто в жизни, и тебе, главное, никто не обязан, что ты должен понимать это. Ни ты, ни тебе. Никто не обязан. Никому, правильно. То у каждого... Ну хорошо, я имею в виду, ты благодарен кому-то вот за победу эту? Или Да. только сам себе? Не только самому себе.
своими усилиями, но еще я благодарен моему педагогу и моим родителям. Это тоже их заслуга, потому что они мне помогали сидеть за инструментом, а это на самом деле большой труд. Сидеть за инструментом вот просто надо. Вот они вот говорили, вот надо вот сидеть, Лёва. Я сидел, играл. И вот я считаю, что это тоже их огромная заслуга. Вот слушай, твоя мама говорила, что они тебя не заставляют. То есть вот ты как считаешь, чтобы ребенок вырос талантливым и вот нашел именно то, в чем он лучший, нужно заставлять, как ты говоришь, сиди, ты там хочешь что-то другое, в компьютере поиграть, а тебе, ну хорошо, педагог, у него профессия такая, а мамы говорят, ребенок, хочешь покушать, хочешь поспи, иди сиесту. Или надо заставлять все-таки? Потому что я к чему говорю, есть какие-то, вот те же великие Мацуев, там, да, Спиваков говорили, что их заставляли, и они стали теми, кем стали, потому что их заставляли. Надо ребенка заставлять? Ну, это смотря как заставлять. Но я считаю, я против этого, заставлять ребенка. Но насильственным способом я это вообще не приветствую, вообще никак. Не люблю, когда, например, а ну, иди садись за этот инструмент, иначе еды сегодня вечером не получишь. Понял меня? Все. Не надо так, Через да? 3 часа. Нет. Это не мой подход. О будущем Лео. Тут просто хочется понять, какое будущее вот ждет человека, у которого получается, да, у которого обнаружились способности. Вот сейчас он учится, дальше. Он в Испании какое будущее ждет? Ну, вы рассчитываете на какое-то будущее? Лен, скажи, пожалуйста. Ох, хороший вопрос. На самом деле вообще непонятно, как оно будет, потому. Лена, может быть, как-то тоже скажет, что она... Ну как ты думаешь, почему? Какие вы шаги-то будете какие-то делать? Просто как по волнам, по течению плыть? По течению, наверное, точно нет, но будем смотреть, как оно дальше. Вот. Пока вот у меня здесь нет вообще представления, пока у меня в голове туман. Вот у Лены, мне кажется, больше понимания, как это может быть. Просто, знаешь, я просто хочу понять, потому что вот, обычно в обычной жизни, да, в России, например, структурировано все: школа, институт, работа, или там профессиональное училище, работа, или там дальше какой-то... А вот в музыке, когда человек вот способный, но как бы его куда-то надо, ему надо получать этот титул, этот диплом для будущего. А представь, вот он не захочет дальше учиться. То есть вот такое же возможно, что через 5 лет он достигнет чего-то, он скажет: все, мама, не хочу я больше видеть рояль. Может такое быть? Конечно. Вот. Запросто. Но здесь скорее бы, Александр, я говорила о том, что если у ребенка что-то есть, вот у него что-то есть, да, и это как-то уже, да, то, наверное, как родителям мы как-то должны дать ему шанс двигаться дальше. Да. Ну, мы еще пока не очень. Потому что дать шанс, это значит, что он должен учиться в консерватории. В 12 лет. Так практически на следующий год? Да. Да. А почему у вас тут так все это размыто? Потому что касается Бенидорма и окрестностей, здесь есть консерватория, но уровень достаточно низкий. Ну, хорошо, Мадрид. Просто сложности в чем? В переезде тогда? Ну, скорее, да, то есть это для нас получается менять опять. Надо менять место. Свою Да, как бы его не отправишь 12-летнего Нет, одного. не отправишь. Его жизнь, при этом надо понимать, что, конечно, хотелось бы, если переезжать, а это может быть или Мадрид, или север, там, Овьедо, да, хотелось бы попасть в консерваторию к русскоязычному педагогу. Почему? Но если талантливый какой-то испанский педагог, он же по-испански говорит? Да. И по-английски, наверное, говорит. Да. Но если выбирать,
Русскоязычным педагогам и испанским талантливым. Испанские талантливые, они тоже учились и в Москве, и в России. И на тогда, Украине, да? понятно. То понятно, что, тем более, что... Ну, они могли учиться и в Вене. И в Вене, да, но так или иначе, опять же, у русскоязычных преподавателей, да, то есть надо понимать. Даже и Лан Планк, китаец, который в Америке учился, знаменитый, он учился у русскоязычных педагогов. Даже Ну нет, я согласен, что не зря шутят. Мы впереди планеты всей в балете. Не, ну это Да, действительно. на самом деле так. Здесь даже в Бенедорме синхронное плавание, оказывается, тренер из России или там из Украины. Скажем так, если бы ребенок занимался футболом, я бы предпочла испанцев. Испанцы, да. Однозначно, Ну, да? футбол, То, да. да, но это не футбол. Поэтому очень много всего. Но в любом случае, то есть это значит переезд, это значит какая-то смена всего-всего для нас, для него. И вопрос еще, что получится на выходе. То есть как вариант минимальный, если он идет в консерваторию, то, соответственно, в 18 лет, когда бачелорат заканчивает, то заканчивает консерваторию и получает некий диплом. То есть это, если вот до этого момента даже, если он скажет, а мне не нужно, то, по крайней мере, как и бачелорат, он должен будет закончить и получить диплом. Все, что дальше, непонятно. Дальше уже с возрастом просто будет видно, насколько его останется мотивация, он уже погрузится в это, Насколько он скажем захочет, так, что это будет. Еще. глубже, да, и насколько он захочет дальше свое связывать Потому судьбу с что- музыкой. Да, детей, которые одарены или у которых есть потенциал, скажем так. давайте Их довольно скажем. много. Их довольно много. И если уже там, да, говорить по-честному, то ребенок играет так, как играют дети его возраста в хороших музыкальных школах. Не в центральной музыкальной школе. Нет, конечно. Там играет по-другому. А просто в хорошей Хорошей районной музыкальной школе. школе, районной. Это может быть Москва, Саратов, Екатеринбург, неважно где. Дети так играют. По сравнению с тем, как здесь, конечно, здесь дети, если они с 7... отличается здесь явно. Конечно, да, потому что здесь дети с 7 до 12 лет, когда приходят в музыкальную Они школу, морковки складывают, 3 плюс 2. да, они с точки зрения музыки, у них полчаса в неделю инструмента, и остальные там 2 или 3 часа в неделю это сольфеджио. Конечно, за полчаса на инструменте ребенок раз в неделю ничего нет, поэтому они играют. Лен, все равно, вот видишь, мы в конце концов скатываемся, мы говорили о том, что нужно ли заставлять детей для достижения результата. Вот все равно мы скатываемся к тому, что надо, чтобы был гениальный человек, надо его эти 12 часов или там сколько, не час, и все хорошо, как в Испании. Ты гений, ты самая красивая, у тебя все хорошо получается, у него самооценка хорошая осталась, а результата не будет в будущем. А то, что у нас там этих фигуристов, я не знаю, что с ними делали, но они и хоккеисты, да, и потом зато они самые лучшие в мире, но их большую часть вот заставляли и их ломали. Не знаю, я очень против ломать и заставлять. Не, ну это, наверное, Мотивировать – да, поощрять – да, заставлять – нет. Нет, мне кажется, что понять заставлять, оно все равно, это вот у каждого разное понимание, что значит заставлять. Заставлять можно стоять 3 часа, все, из инструмента не ставишь, или, не знаю, 3 часа там упражняешься или решаешь что-то, да, в зависимости от чем ребенок занимается. Это одно, да, заставлять там как-то с элементами игры, мотивации или еще что-то, да, это совсем другое. И вот этот вот суть разные вещи. Но это не заставлять, это мотивировать. Ну, где-то может быть и чуть-чуть, да. Я давно понял, что все проблемы в жизни, вообще все проблемы, знаешь, от чего? Все люди в мире говорят одни и те же слова, хорошие, но все интерпретируют по-разному. Это да. И все проблемы возникают от этого. Я здесь, в Испании, еду. Здесь, в Испании, у вас есть права испанские? Да. В испанских правилах, и в русских правилах написано, у тебя главная дорога, а примыкающая, значит, дорога, которая примыкает, да? Ну, я не помню, как это второстепенно, она примыкает. Вот. Все. И в правилах написано, что ты, когда едешь по главной дороге, должен фасилитар энтраду вот этим людям, то есть обеспечить проезд. Нормальный человек
как вы, как мы, представляет, что я еду, и приоритет у меня, он остался у меня. Но многие испанцы представляют то, что вот это, как я сказал, фасилитар, это я обязан ему уступить. То есть он прям едет и прям сигналит, и прям будет авария, если я как бы не перестроюсь. А я, может быть, и не могу. То есть я перестроюсь, но он-то не видит, что я не могу перестроиться. Ну, в общем, блин. И вот это вот, я просто как пример это привел, что все слова по-разному. Вот это, что заставлять или мотивировать. А кто-то говорит, да я мотивирую, вот палку сейчас вытер только, вот поставил в угол, а там мотивированный лежит, вон там. Не, ну тут вопрос уже, как это, если произойдет инцидент, как это будет интерпретировать. Да, кстати говоря. Может быть, там сейчас то, что в Беларуси происходит, это Лукашенко мотивирует, чтобы люди... Нет. Да. Вот что тебя самый главный шаг сподвигнул эмигрировать? И именно вот в Испанию. Вспомни тот день, когда ты проснулась, такой посмотрела, все, уезжаю я в Испанию. Или наоборот, это разные вещи. Еду в Испанию или уезжаю из России. Вот так. Это разные вещи. Разные, соглашусь, абсолютно разные. Мне кажется, что скорее в моем случае это было «еду в Испанию». Хорошо. Вот, потому что это новый опыт. Вот, совершенно. Но ты была здесь раньше? До приезда? Да. Ну, не то, чтобы мы жили, но быть ты, были, да. Знакомая эта страна. Да, то есть да, страна знакомая, место опять-таки знакомое, да, то есть это как бы... В чем разница, например, в России, даже в Москве, вот все-таки Москва это не совсем Россия, но вот так, и здесь? На мой взгляд, я думаю, Лена со мной согласится, что в России устроено следующим образом. Если ты живешь в большом городе, миллионнике, мы говорим про Москву, да, то ты можешь развивать ребенка. Любой спорт, еще что-то, музыка та же самая, наверное, рисование, да, там есть хорошие школы, все спортивные, музыкальные еще. Если говорить про образование, про обучение ребенка, именно про обучение не уровень образования, да, есть тоже платные школы, есть хорошие математические, еще что-то, а именно про образование как, ну, условно говоря, чтобы ребенок развивался. Потому что наш, например, в обычную школу мы слабо вообще представляли, как он пойдет в России. То есть, если бы мы оставались в России, мы уже думали о каких-то школах, которые, ну, вальдорфская школа, что-то типа такого. То есть это так... Ну что это за школа, элитная? Она не элитная, это школа, там определенная у нее философия, и там как-то как раз занятия построены, корни немецкие у школы, занятия построены таким образом, вообще все, чтобы максимально развивать детей. То есть вот если ребенок хочет, он, условно говоря, да, там этим заниматься, он занимается этим. Это не значит, что у них нет предметов там общеобразовательных, но это вот такой вот концепт подхода, что любой ребенок – личность, и если ты не мешаешь, а просто говоришь, пожалуйста, можно это, да, он говорит, я хочу вот рисовать. Окей, ты можешь рисовать там, да, здесь. А не вот, чтобы ты... Да. И тогда как раз раскрывается. При этом дети все очень хорошо учатся, и действительно выходит очень много, это к вопросу таланта, что такое талант и как это, да, развить. Это просто мешать не надо. Каждый ребенок талантлив изначально, априори. Вот. А просто не мешать, и тогда развивается. Дети все выходят очень хорошо образованные, умные, и находят себя в чем-то уже там, в каком-то классе. Но таких школ в Москве не очень много. Было на тот момент, сейчас еще меньше. И все, и реально вот мы думали, что только так, потому что, чтобы там представить, что у нас ребенок пошел в школу, и там учить сидеть.
Это, ну, то есть для него это вот, это к вопросу, да, что если что-то есть, то в чем-то другом, ну, то есть компенсация идет за счет чего-то другого, да? Так что, например, там Лео не нужна большая компания, он устает, он немножко там поиграет, погуляет. Просто сначала нужно дать ребенку... Это жестко ты вообще сказал. Это как ты как? Без еды, это вообще какой гений ты вырастет? Вот так вот. Ну, на самом деле, это вообще совершенно не мой подход. Я просто даю время ребенку, чтобы он подумал. Я просто говорю. То есть, как это та же самая ситуация, которая произошла со мной. То есть, мне говорят: так, Люба, давай решим раз и навсегда. Хочешь заниматься музыкой? Тогда надо сидеть. Я ничем тебе помочь не могу. Только разве что поддержать это конечно, но если ты не хочешь, то давай закончим с этим делом. Все. Но все равно, я вот понял, что мне вот прям надо вот заниматься, потому что если я хочу достичь какой-то большой, высокий план... А что ты хочешь? Вот есть какая цель? Что ты хочешь достичь? Вот как ты себя видишь вообще в будущем? Когда мы с тобой встретимся через 10 лет, вот здесь же, чтобы, как я тебя представил? Я уже хочу... Вот мне вот, ну, конечно, мне не хватает немножечко усидчивости. Вот я вот каждый раз, вот, когда сажусь за инструмент, я вот не могу себе представить, к чему я иду. То есть, как бы... Сконцентрироваться не можешь. Да, вот это вот. Но я уже себе вот с сегодняшнего дня придумал цель стать просто вот профессиональным музыкантом, который прям зарабатывает большие деньги. Ну ты про деньги не думаешь сейчас, ты думай про результат, который ты, вот, твое развить, твой талант. А талант есть, потому что, ну, все говорят. На кого ориентируешься? Какие вот у тебя, вот ты сейчас назовешь какие-то имена там классиков или те, кто, ну, живет еще? Ну, на кого ориентируешься? Я ориентируюсь на вот Ашкеназию. Такой исполнитель, он мне очень нравится. Он очень хорошо исполнил ноктюрн, то диез минорный. Он проиграл огромное количество просто произведений Бетховена, Моцарта, Баха, Шопена, Шуберта, Шумана, Дебюсси. У него просто огромные списки. Это еще просто в списке написано. А есть еще те произведения, которые он просто не записывал, просто играл. В общем, я ориентируюсь вот на Ашкеназию. Он мне прям нравится, он мне прям зашел, скажем так. Можно развить талант? То есть вот все дети одинаковые, и, ну, как бы, вот гениальность в чем-то, неважно в чем, ее можно развить, и все как бы на старте одинаковые, или вот ты чувствуешь какое-то свое, у тебя есть преимущество перед другими, потому что ты же ты всего 3 года, и за 3 года ты уже в своем развитии, в своем таланте обогнал там твоего же преподавателя практически. Преподаватель говорит, что ну есть друзья, подруги. У него есть друзья, но он не стремится. То есть, потому что, наверное, должны быть друзья по интересам. Ну, конечно. Если бы, конечно, был кто-то, с кем бы он мог поговорить по музыке, или они там, да, там, это да, но такого у него нет. А, соответственно, все остальное он поиграл. То есть, ну, есть сверстниками, там что-то пообщался, но как бы... Да, пообщался. У вас наоборот получается. Обычно ребенка заставляют на пианино играть, а он туда в окно смотрит, там в футбол друзья играют, а Лео наоборот, если футбол поиграл домой, там же у меня рояль надо сыграть. Да. Ну, просто ему нравится, все питает. Это для него, видимо, какое-то выражение, как это может для любого. А кто-то, может, как футболист, там, гоняет мяч или занимается там, борьбой, там, тэквондо или еще что-то. И тоже ребенок как-то через это, вот, что-то у него выходит, что-то он там доносит миру. Ну, видишь, ты говоришь, не навязывать ребенку, да, свои там какие-то невыполненные там желания. Но бывает, что очень часто ребенок нет каких, не проявляет никаких. Просто нравится сидеть в компьютер. Вот со мной согласятся люди. Сидит и играет в компьютер просто. Александр, все очень просто. Дети же нуждаются в общении. Просто не всегда родители могут, готовы, хотят, там, много причин детям дать общение, ведь это же большой труд, знаете, и все, ну а что делать ребенку? Что делать ребенку? Ведь
И с ним надо говорить, с ним надо обсуждать еще что-то, и все, и тогда он забудет. Потому что реально поговорить с родителем ребенку интереснее, чем посмотреть сюда. Но просто когда это все время, там, на, поиграй. Ну, все же мы детям даем. Где-нибудь в кафе придешь, все смотрят. Да, Окей. отстань только от меня, на, вот 10 минут тебя не слышно. Но потом есть еще дом, когда все приходят, все как-то заняты, всем хочется отдохнуть. Ну а что делать ребенку? Ну он поиграет, еще что-то. И все. А так все дети очень интересны. Во время нашего разговора Лео, который там сейчас играет, играл какое-то произведение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это называется произведение. Правильно? Оно же как называется? Ну, конечно, конечно, конечно. Спасибо, Лен, большое. Было очень приятно. Спасибо вам. Большое спасибо я хочу сказать этому помещению. Это ресторан Плантасьон. Находится в Финистрате, Пуэбло Финистрат, в горах. Организовал это русский человек, по-моему, Алексей его зовут? Да, Алексей. Алексей. Владелец. Владелец, большое спасибо за предоставленное помещение с таким роялем.